Красивый водопад Кашкасу. Идти до водопада пешком от моста через реку Аксакатул около 6 километров. Но дороги вдоль Кашкасу-Цая нет. Есть тропа. И она как ленточка вьется вдоль всего русла Сая. Постоянно перепрыгивая с левого на правый берег и обратно. Здесь вам много раз придется переходить реку. Туда и обратно, туда и обратно. И так, наверное, раз 20. Сейчас начало октября, и воды в реке Кашкасу относительно мало. Так что вброд реку мы и не преодолевали, а просто перепрыгивали воду по красивым камешкам. Ну или переходили с одного берега на другой по стволу упавшего дерева. А вот весной и летом, когда река полноводная, мощная, здесь, конечно, совсем другая картина. И идти до водопада значительно мокрее и дольше. В целом этот маршрут относительно малохоженный, но интересный. Берега здесь все еще заросшие густым кустарником и множеством разных деревьев. В этот поход рекомендую взять с собой трекинговые палочки, потому что большую часть маршрута приходится скакать по камешкам, и как раз тут вам и палочки пригодятся. И как дополнительная точка опоры, и чтобы заранее проверить, качается ли камень перед тем, как в него наступить или нет. От моста в одну сторону идти около 6 километров. А если мерить шагами, то у меня вышло чуть больше 10 тысяч шагов в одну сторону. Просто дичайшая природа, красивейшая и неповторимая. Ну как ваше самочувствие? Хорошо. Далеко пошли? Да. А зачем? Кардионагрузки нужны. Водопад Кашкасу высотой около 25 метров и расположен в горах на отметке 1775 метров над уровнем моря. А где этот водопад вообще-то находится? Как туда добраться? Чтобы доехать до Кашкасу, вам потребуется терпение. От Ташкента на машине в целом вроде и недалеко, но дорога вам точно запомнится, потому что после Черчика придется ехать по старой дороге с еще советским асфальтом. И местами этот асфальт куда-то исчез. Девчонки, вы зачем в горы пошли? Отдохнуть за яркими эмоциями и за впечатлениями. Маршрут яркий, тяжелый местами, но в целом даже неподготовленным людям можно. Ну вы искупались? Нет, не искупались, но мысленно были под водопадом. Нравится очень, по горам молодец. Ну и куда сегодня залезли? Водопад Кашкасу. Очень красивый, живописный, холодный. Поход был достаточно сложный, с ребенком. Но в целом отлично. Замечательное место, дикая природа, красивейший водопад, мохнатый такой зеленый и холодная вода такая, но очень красиво. Ну вам удалось искупаться, да? Ну, искупаться не удалось, но под водопадом я постояла. Общий километраж получается где-то 13 километров до машин. Туда и обратно. Спасибо. Все же будет лучше показать вам дорогу на карте. Выехали из Ташкента, и после Черчикской мусорки дорога ведет к горе Сюрень-Ата. Объезжаем гору и затем спускаемся к реке Аксакате. Едем около 5 километров вдоль реки, мимо летних лагерей био и геофакультетов Ташгу. И доехав до моста, уже начинаем наш пеший поход. Ну вот вроде и все. Так что в свой выходной день сидите, пожалуйста, дома. А вот мы будем путешествовать и снимать для вас интересные моменты. Ну пока.